Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный и популярный торт Snickers. По данному рецепту он получается из простых и доступных продуктов. Технологию приготовления рецепта я полностью сложил в данном видео, а все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. И прежде всего желатин для меренги и желатин для карамели необходимо залить водой и перемешать. Оба желатина оставляю на столе для набухания. Для приготовления песочной основы рекомендую печенье размолоть в мелкую крошку. Я его размолол при помощи блендера, вы можете размолоть скалкой, либо пропустить через мясорубку, либо в кофемолке, как вам удобно. Добавляю какао-порошок и перемешиваю венчиком. Вливаю сливочное масло, которое предварительно растопил в микроволновке. Вы можете растопить его просто на плите. Тщательно перемешиваю до получения шоколадно-песочной основы. Шоколадно-песочная основа на корж готова. В форму для выпекания всыпаю всю шоколадно-песочную основу. Распределяю шоколадно-песочную основу по площади формы. Далее утрамбовываю песочную основу, прижимаю ее к дну формы. Форму с песочной основы убираю в морозильную камеру. Для приготовления карамели в сотейник с водой всыпаю сахар. Обязательно мешайте, чтобы на момент закипания основная часть сахара уже растворилась в воде. Даже если сахар основательно не растворится в воде, он в любом случае у вас растворится, когда сироп закипит. Вот посмотрите, у меня уже сироп закипает, уже пошли активно пузыри. Сахар еще полностью не растворился, но он уже основательно вмешался в воде. Все, на этом этапе рекомендую прекратить вымешивать. Также хочу добавить, если вы не уверены, что у вас сахар не успеет раствориться, тогда долейте чуть больше воды. Ваша карамель будет чуть дольше готовиться, но вы будете уверены, что сахар основательно полностью растворится в воде на момент вливания сливок. Друзья, также если вы не уверены по сахару, можете вот так вот вращать сотейник, чтобы сахар быстрее растворился в сиропе. Друзья, обратите внимание, уже появляется такой янтарный цвет карамелей. На момент вливания сливок ваши сливки должны быть уже горячие. Я их всегда разогреваю в микроволновке, вы можете разогреть их просто на плите. Если сливки будут холодные, тогда у вас получится карамельный вулкан. С этим будьте очень осторожны. Обязательно разогревайте сливки до горяча на момент вливания их в карамель. У меня сотейник с толстым дном, поэтому я уже выключаю плиту. Температура будет так и так доходить. Вливаю горячие сливки и обязательно интенсивно мешаю. Смотрите, как активно идет процесс. Будьте очень осторожны, потому что карамель очень горячая. Обязательно сотейник должен быть с высокими бортами. Если у вас будет сотейник с низкими бортами, вы просто зальете всю плиту карамелью и можете получить даже ожог. Поэтому будьте осторожны, когда работаете с карамелью. Не упустите тот этап, как только карамель станет янтарная. Если она перегреется, она будет невкусная и иметь вкус с горчинкой с такой. Все, снимаю сотейник с плиты. Карамель готова. Горячую карамель сразу вливаю в чашу для остывания. Друзья, как определить, набух ли ваш желатин? Когда вы до него докасаетесь, он должен как бы пружинить. То есть палец при надавливании не должен вваливаться и не должен быть оставаться влажный след. То есть я надавлю на желатин, и он отталкивает мой палец. То есть он должен иметь вот такой пружинистый эффект. Он не должен оставлять следы вмятины. Набухший желатин добавляю в горячий карамельный соус и перемешиваю. Если желатин не успел набухнуть, тогда дождитесь, пока желатин набухнет. Просто потом разогрейте карамель до горяча и повторите данную манипуляцию. Добавьте желатин и перемешайте. Для приготовления меренги в сотейник с толстым дном всыпаю сахар. Интенсивно вымешиваю сахар в воде, чтобы он полностью растворился, чтобы на момент закипания сахар уже был хорошо растворенный. Друзья, обратите внимание, пошли пузыри. На этом этапе
у меня уже сахар основательно растворился, он не прощипывается уже на дне сотейника, поэтому я прекращаю вымешивать. Определить готовность сиропа можно как на мягкий шарик в воде, так и на толстую нитку. Я всегда определяю на толстую нитку. Если у вас есть в наличии градусник, температура готового сиропа составляет 120-125 градусов. Друзья, пока варится сироп на меренгу, в белки добавляю лимонную кислоту и чайную ложку сахара. Взбиваю до получения пышной белковой смеси. Друзья, вот так вот я взбил яичный белок. Показываю вам нитку. Это говорит о том, что мой сироп уже готов. Если у вас есть градусник, пользуйтесь градусником, так удобней. Но я показываю для большинства. Если нет градусника, вот такая вот нитка говорит о том, что сироп уже готов. Больше варить его не нужно. Друзья, непрерывно вымешиваю, вливаю горячий сироп в белок. Обязательно вымешивайте на высоких оборотах миксера и обязательно зачерпывайте сироп, а не попадайте на лопасти миксера. Друзья, обратите, какая плотная меренга. Она очень плотная. И смотрите, как она сильно, как она хорошо держится на лопастях. Вот видите, я даже могу такие большие основы брать. И они, видите, вот держатся. То есть меренга должна быть очень плотная для этого торта. Далее вливаю горячий желатин. Я желатин растапливаю в микроволновке. Вы можете его топить как на плите, так и на водяной бане. В меренгу всыпаю соленый арахис и перемешиваю. Друзья, рекомендую именно соленый арахис, потому что вкус у торта будет очень выразительный. Поскольку карамель и меренга сладкие, соленый арахис будет придавать только лучшее послевкусие. Поэтому, если есть возможность купить именно соленый, покупайте соленый арахис. Друзья, корж хорошо затвердел в морозильнике. Дополнительно я в форму вставил ацетатную ленту. Если нет ацетатной ленты, можете не вставлять. Просто по мере готовности торта просто пройдете ножом и все. Я вставляю для красивой картинки, мне будет так проще извлекать торт, но это не принципиально важно. Выкладываю всю меренгу на корж. Крученными движениями подравниваю меренгу, чтобы она немножко осела и выровнялась. Вот в таком виде убираю форму с меренгой и коржом в морозильник. Теплую карамель необходимо вымесить, чтобы она стала более пышной и светлая. Друзья, посмотрите, как карамель посветлела. Она увеличилась в объеме, стала такая более пышная. Чуть теплую карамель вливаю поверх меренги. Сразу распределяю карамель по поверхности меренги. Вот в таком виде убираю торт в холодильник для стабилизации минимум на 5 часов. Для приготовления глазури, шоколада и масла я растоплю в микроволновой печи. Вместо микроволновки вы можете использовать плиту либо водяную баню. Вливаю растопленное масло в горячий шоколад и перемешиваю до получения шоколадной глазури. Для приготовления шоколадной глазури на этот торт я рекомендую именно молочный шоколад, но не темный. Шоколадная глазурь готова. После холодильника торт стабилизировался. Вливаю шоколадную глазурь поверх торта. Убираю торт в холодильник для стабилизации. Налипшую карамель и меренгу снимаю ножом. Карамель с меренгой, которую снял с ацетатной ленты, наношу на подложку, чтобы торт был зафиксирован. Друзья, торт получился
Очень вкусный, настоящий сникерс. Торт сникерс по вкусу схож, идентичен с батончиком сникерс. Все любители батончика сникерса, уверен, его ценят. Сочетание меренги, соленого арахиса, карамелей, шоколадной глазури – все это подчеркивает общую концепцию данного батончика. Обязательно приготовьте для себя и для своих близких. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. И увидимся в следующем видео.